Доброе утро всем. Сегодня ночью и утром по территории Украины был нанесен массированный удар, и таким способом Россия уничтожает и выводит из строя электростанции и подстанции, которые еще как-то работают на территории Украины. Прошлой ночью и утром Россия нанесла по Украине очередной массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Запуски ракет я сейчас перечислю по баллистике, крылатым ракетам и гиперзвуковым ракетам. Около 6 ракет «Искандер-М» были запущены с пусковых установок ОТРК в районе города Брянск, Брянская область. Около 3 ракет «Искандер-М» с позиции северо-запада Клинцов, Брянской области. 1 ракета «Искандер-М» с позиции ОТРК в районе Таганрога, Ростовская область. Крылатые ракеты. Около 6 ракет Х-22 и Х-32 были выпущены с 3 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с рубежей пуска в Уническом районе Брянской области. Около 2 ракет «Искандер-К» с пусковых установок в районе авиабазы Халина, Курская область. 1 ракета Х-59, Х-69 запущена с истребителя Су-57 с рубежей пуска в Льговском районе Курской области. Гиперзвуковые ракеты. 2 ракеты «Кинжал» были запущены с 2 истребителей МиГ-31К с рубежей пуска в восточной части Тамбовской области, и 2 ракеты «Циркон» выпущены с берегового комплекса «Бастион» с мыса Чауда в Крыму. Как мы видим, удары наносятся с различных областей России по территории Украины, и сегодня больше всего пострадал Киев. Было запущено огромное количество беспилотников «Герань». Вот. А если посчитать количество крылатых ракет, то их около 23 ракеты, Искандер, ну и баллистические ракеты. Искандер-М около 10 ракет, Х-22 и Х-32 около 6, Искандер-К 2 ракеты, Кинжал 2, Циркон 2 и Х-59, Х-69 1 ракета. По всей видимости, основной целью атаки было нанесение максимального ущерба подстанции напряжения 750 кВт. ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 за последние месяцы получили серьезные повреждения, и на данный момент в рабочем состоянии остается только ТЭЦ-4, на территории Киева. В этом контексте удар по ключевой подстанции выглядит логичным. Кроме того, вероятной целью будущих атак может стать Трипольская ТЭС, которая пока что продолжает свою работу. Также слова гендиректора ДТЭК выглядят удручающе. Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере, прекращение огня в отношении энергетических активов. Мы близки к гуманитарной катастрофе, люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления. На данный момент тактика России – это уничтожение полностью подстанций, ведь подстанции не только обеспечивают жилые дома электроэнергией, но и благодаря подстанциям действуют и работают электрички, которые перевозят как и вооружение, так и личный состав. Поэтому это является одной из целей ударов. Подстанции, потом уже идут военные склады. Военных складов на территории Украины огромное количество, а подстанции не двигаются, не перемещаются или их невозможно сменить. Поэтому это основная цель атаки. Это не является одной из самых крупных атак с помощью баллистических и крылатых ракет со стороны России. Обычно Россия использует до сотни различных типов ракет и баллистики. Сегодня же она добивала только одну и основную подстанцию, хотя были и удары по другим ТЭЦ, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и подстанции, которые обеспечивает и перенаправляет электроэнергию от Ровенской атомной электростанции. То есть, если вывести из строя эти подстанции, то Украина полностью останется без электроэнергии, так как возможности Украины восстановить это практически нет, ведь это старое советское оборудование, которое не производилось уже десятки лет, можно сказать полвека,
как мы видим, Украина великолепно восстанавливала и что-то строила за все это время, хотя в основном в стране все обворовывалось, огромная коррупция, поэтому ничего нового в общем на территории Украины и не строилось. И давайте немного поговорим о новых типах ракет, которыми Россия наносит удары по территории Украины. Один из таких типов — это Искандер-1000. Почему его так назвали? Да потому что его дальность была увеличена с 500 километров до 1000 километров. Вот. И немного цифр по этому поводу. Официально у России есть Искандер-М, баллистическая ракета, и Искандер-К, крылатая ракета. По документам, заявленная дальность до 500 километров – это ограничение РДСМД. После развала РДСМД в 2019 году это ограничение перестало существовать. И с этого момента все чаще появляются сообщения о пусках на 700 и 900 километров. Иногда говорят о потенциальной дальности до 1000 километров. Отсюда и появилось название Искандер-1000. Что могло измениться с технической точки зрения? Облегченная боевая часть. Меньше масса дальше летит. Вместо 480-700 кг, возможно, используется 250-400. Новый профиль полета. Более высокая баллистическая траектория. Оптимизированный разгон. Улучшенный двигатель и топливо. Модернизация без радикальной смены конструкции. Новая электроника. Более точная навигация. Улучшенная коррекция курса на финальном участке. И чем же опасен новый Искандер-1000? Если говорить о Искандере-1000 как о реальной угрозе, то его ключевые особенности. Очень короткое время подлета, высокая точность, маневрирование на траектории, что как раз снизило возможность у ВСУ и украинского ПВО сбивать эти баллистические или крылатые ракеты, которые бьют на дальность 1000 километров. Да, и, по-моему, как и Искандер-К и Искандер-М могут уже маневрировать в воздухе, поэтому тот же самый Патриот, который сбивал около 46% или даже 60% в начале конфликта, сейчас его сбитие снизилось до 6%. Квазибаллистический полет, не классическая баллистика, сложен для ПВО, особенно для старых систем. Patriot все-таки является старой системой ПВО. Вот. А новые системы ПВО США, они в единичном количестве и находятся в основном на Ближнем Востоке. Вот. Баллистический и крылатый Искандер. Важно различать. Искандер-М баллистический, скорость до 6-7 мах. Маневрирует почти не оставляет времени на реакцию. Именно его чаще называют 1000. Искандер-1000. Искандер-К, крылатый, летит ниже, дольше может лететь при меньшей скорости. По сути, близок к ракетам семейства «Калибр». Вот. Итог этих действий, итог ударов Искандер-1000. Искандер-1000, неофициальное название, означает модернизацию Искандера с дальностью 1000 километров. Особенно опасен из-за скорости и маневров и точности. Вот. Это основная идея. Да, и в основном Искандер-1000 используется как второй эшелон атаки. Сначала те же самые беспилотники или другие обычные Искандеры наносят удары, а потом уже точечно наносится удар Искандером-1000 после того, как ПВО было истощено. Почему же удары по этим ТЭЦ наносятся так часто и почему их невозможно вынести с первого раза? Так все очень просто и логично. При СССР строили достаточно качественно и готовились к военному противостоянию против Западного блока в холодной войне и при высокой интенсивности конфликта, а также при нанесении ядерных ударов по вот как раз-таки ТЭЦ, атомным электростанциям. Поэтому они должны были выдерживать сильные удары. И России приходится выносить всю эту инфраструктуру, нанося удары как раз-таки и крылатыми ракетами, и баллистикой.
ТЭЦ и подстанции редко уничтожаются раз и навсегда. Их чинят, переключают, временно восстанавливают. Поэтому Россия бьет волнами. Сначала выводит из строя, потом ждут восстановления, затем наносят удар снова. Это стратегия изматывания и стратегия ни одного удара. Так как мы понимаем, что там железобетонные сооружения, мощные сооружения, которые строились на совесть, тяжело вынести все подстанции. Ведь СССР построил огромное количество различных предприятий и энергетической инфраструктуры за 70 лет своего существования. Представьте, какая огромная империя была и какая мощная держава, что по всему постсоветскому пространству было построено огромное количество такой инфраструктуры, мощнейшей инфраструктуры и крепкой инфраструктуры. Какие же последствия для Украины сейчас? Постоянное отключение света и тепла, аварии в домах и сетях, рост расходов на ремонт вместо устранения неполадок, усталость населения, зависимость от экстренной помощи и из резервных источников. Даже если система держится, она работает на пределе. Да, при этом Украине приходится тратить огромное количество средств не на вооружение, а на поиски в решение проблемы электричества, подачи тепла и всего остального. И почему же западное ПВО, которое находится на вооружении ВСУ, не может перехватить все ракеты, крылатые ракеты, те же самые Герань? Да, все просто. Никакое ПВО в мире не может справиться с таким количеством крылатых ракет баллистики и беспилотников. Да, и производство очень дорогое. Те же самые ракеты Patriot стоят миллионов долларов, и невозможно их запускать каждый день. И по информация тех же самых аналитиков, западных аналитиков, ТЭЦ слишком много, и они на виду. ТЭЦ и подстанции разбросаны по всей стране, стоят в городах или рядом с ними и на огромных площадях. Их десятки и сотни. ПВО физически не хватает, чтобы защитить каждую точку. Одна батарея ПВО – это ограниченный радиус, ограниченное количество ракет, необходимость постоянного дежурства. То есть, допустим, полетят Герани, их попытаются сбить ПВО, потом полетят баллистические ракеты, их тоже попытаются сбить, и истощается это самое ПВО. Потом наносятся удары или крылатыми ракетами, или той же самой баллистикой. ПВО – это не щит, а зонтик с дырками. Даже самые современные ПВО не перехватывают 100% целей. Работает с вероятностью, а не гарантией. Если летит 20-30 ракет плюс десяток дронов, ПВО просто перегружается. Даже если сбили 70-80%, оставшиеся 20% все равно попадают по цели. А для ТЭЦ достаточно одного точного попадания, чтобы вывести из строя. Разные типы угроз и разная защита. На ТЭЦ могут лететь дроны, крылатые ракеты, баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты. Универсальные ПВО от всего не существует. То, что хорошо, к примеру, сбивает дроны, плохо работает против баллистики. А то, что ловит баллистику, дорого, имеет мало ракет, не может закрывать все подряд. Баллистика – это почти без шансов. Россия улучшила, как мы говорили ранее, баллистику. Теперь летят очень быстро, падают почти сверху, дают минимальное время на реакцию. И иногда от момента обнаружения до удара минута или менее. ТЭЦ нельзя замаскировать. Да, это огромные сооружения, которые работают, их нельзя переместить, спрятать или что-то с ними сделать. ПВО нужно не только для ТЭЦ. Даже если защитить энергетику, остаются города, военные объекты, логистика. ПВО приходится выбирать, что покрывать: столицу, фронт или энергетику. Ракеты дешевле, чем защита. Один перехват стоит сотни тысяч, а иногда даже миллионы долларов. О чем я и говорил, что западное вооружение стоит очень дорого, и это просто невыгодно расходовать такое количество денег за один ночной пуск. Поэтому приходится терпеть и выдерживать эти удары. Итог.
ПВО сложно защитить все ТЭЦ, потому что объективно слишком много, ПВО ограничены дорого, угрозы разные, 100% защиты не бывает. Один прорыв, и это уже сразу же серьезный ущерб. То есть никакая бы страна не справилась с таким количеством запусков крылатых ракет и баллистики, и не говоря уже о таком количестве различных типов беспилотников, которые запускает Россия. А если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и не забудьте прожать на колокольчик. Также в описании ссылочка на мой телеграм-канал. До скорой встречи!